гора Фудзи, 5-я станция. Сюда довозят, это конечная станция автобусов, куда привозят туристов из Синдзюку, Токио и других мест Токио и Японии. Это вид на облака сверху. То, что невозможно передать. То, что невозможно передать на видео, это запах, который здесь. Свежий, хвойный и какой-то еще, кроме хвои, добавлено еще что-то. Только я не могу понять, что. Но очень знакомое. Так, сейчас я попробую приблизить вот эту постройку. Дрожит рука. Без 5:10. Я приехал в 9 ровно. Но пока поел, уже 10 часов. Сейчас пойду наверх, на гору, на саму. Подъем на гору Фудзи. Так называют японцы Фудзи-сан. Вот меня обогнали. Люди с большими рюкзаками за спиной, палками. Видимо, очень высоко собрались подниматься. Я только-только отошел от 5-й станции. Только-только отошел. Буквально каких-то, может быть, 2 или 3 минуты. Перед этим сфотографировался на площадке на фоне горы и на фоне долины, которая внизу здесь находится. Она сейчас немножко закрыта облаками, и ее плохо видно. Вот некоторые уже возвращаются обратно на 5-ю станцию. Уставшие путники присели отдохнуть. Путь наверх на самую вершину занимает 5-6 часов. Но у меня столько нет, у меня максимум 3 часа. И для того, чтобы подняться на вершину, надо обладать хоть какой-то физической подготовкой и снаряжением. Поэтому мы туда сегодня не пойдем. Внизу раскинулась долина. Очень сильный ветер, но ветер теплый. Я в одной рубашке сдвинул. 10 градусов. Ветер поднимает с некоторые движущиеся отдельные облаки. Там вдали какой-то фонарик светит. Некоторые туристы купили внизу, у подножия горы, в магазинчике, вот такие вот деревянные палки. Вот снова катают на лошадях. Одна фотография на лошади стоит 300 йен, это $3.
Вот впереди, сейчас попробую приблизить. Вот они, 3 человека, мама, папа и сын. Они то ли из Вьетнама, то ли из Таиланда. Вот я повернул на тропинку, которая ведет к вершине горы Фудзи. Вот тут ниже есть еще одна дорога, это дорога на станцию и к вершине другой горы. А ниже, как я уже снимал ранее, там у нас находится долина, и над ней висят облака. Вот часть людей уже возвращается с вершины. Вот эта дорога на вершину Фудзи. Вот я по ней пришел сюда. И я попал в лиственный лес. Вот такая здесь почва. Еще поближе сниму. Почва. Очень напоминает Петрозаводск и Карелию. Я был в Карелии летом 2010 года. И запах, кстати, я вспомнил именно такой запах, который был в карельском лесу. Очень-очень сильно похож. Хотя, наверное, как раз это и есть уровень, наверное, Карелии. Потому что здесь мы находимся на высоте уже, наверное, 2000 метров. И мы потихоньку все приближаемся к субарктической зоне. То есть умеренный климат и субарктическая зона. Это как раз у нас зона Карелии. Поэтому мы здесь видим примерно то же самое, что было в Карелии. Это очень-очень интересно. А это вот дорога выше вверх на вершину горы Фудзи. На вершину горы Фудзи время для подъема на вершину горы Фудзи занимает где-то порядка 5-6 часов, и то это очень тяжело. Я вот прошел буквально, наверное, 500 метров, и у меня уже сбилось дыхание. И еще несколько видов с горы Фудзи. Вот вдалеке небольшое строение с покатой конической крышей. Рядом с ним какой-то ангар. Японцы. Рядом со мной остановилась семья, мама с дочкой и отцом отдохнуть. Вообще сегодня у нас вторник, и это рабочий день. Но японцев достаточно много. На горе Фудзи я уже увидел. Кроме них были, скорее всего, американцы или кто-то из англоговорящих стран. Очень хорошо говорили по-английски. И также, как я уже выше говорил, это были тайцы, вьетнамцы, лаосцы или кто-то из Камбоджи, кто-то из этих районов Азии. Потому что это были не корейцы, я спросил у них Корея, они ничего не ответили, а только сказали: давай я тебя быстренько сфотою. И мы друг с другом фотографировались, фотографии получились хорошие. Вот тоже не японцы и не корейцы, кто не могу сказать. Вот девочка фотографируется на фоне облаков. Вот я шел по дороге, которая за деревьями. Вот сейчас я покажу. Вот по ней спускаются люди вниз. Сейчас я покажу, во что она. Она была песчаная или из гравия. Что-то то, что может пылить. Сейчас она превратилась в каменную дорогу из камней. Сейчас я пойду наверх вот по этим камням. Вот спускаются два японца. В руках у них палочки, которые можно купить внизу. Одна палочка 1000 или 1200 йен. Это 10-12 долларов по текущему курсу. Слева, как обычно, у нас лес. Чуть дальше у нас там уже поля и облака. Я поднялся по каменистой тропе и вышел вот к такому сооружению.
вход в него. Вот он. Выход чуть дальше. Оно достаточно высоко идет, что справа, что слева. А рядом с ним обрыв. Он идет далеко-далеко вниз. Сейчас я повыше поднимусь, чтобы снять получше. Далеко-далеко вниз. А вот справа та беседка, сооружение, которое я снимал с другой точки чуть ранее. Внизу, как и прежде, поле или лес. Отсюда уже тяжело разглядеть. И облака. Вот облака поднимаются выше, выше. И соединяются с другими облаками. Вот эта туча, я сейчас ее пока не туча, а облако. Вот оно, вот его края. Возможно, я сейчас попаду подниматься вот по этой дороге и попаду на прям. Интересно будет посмотреть. Пришел я вот отсюда.